Привет всем! Сегодня мы с вами будем смотреть одно из самых популярных российских телешоу, которое называется «Богиня шопинга». Я думаю, что многим будет интересно посмотреть это шоу, так как вы сможете услышать, как в реальности говорят люди в России и какие слова они используют. Итак, поехали! Ой, как тут удобно. Место для победителей. Привет! Привет! Я Ксюша. Смешная. Но, конечно, по поводу вкуса, вообще-то не по адресу совсем. Выражение «не по адресу» значит, что человек ошибся адресом и пришел не в то место, куда ему нужно было, а совершенно в другое. Простыми словами, человек ошибся. В данном контексте Таня, девушка в черном, говорит: по поводу вкуса, вообще ты не по адресу. Имеется в виду, что другая девушка, ее зовут Ксюша, она в леопардовой кофте. Эта девушка ошиблась с выбором одежды. Я финалистка пацанок 5-го сезона. Я Таня, я представительница Дома-2. Да? Итак, шоу «Пацанки» и шоу «Дом-2», о котором говорят эти девушки, также одни из самых популярных телешоу в России. В шоу «Пацанки» девушки из неблагополучных семей живут несколько недель вместе в одном доме и пытаются поменять свой характер, свое поведение и пытаются стать полноценными членами общества. А в шоу «Дом-2» люди идут для того, чтобы найти свою любовь, найти себе парня или девушку, но на самом деле все мы знаем, что они идут туда только для того, чтобы стать знаменитыми. Меня зовут Лиза, фамилия Горюнова. В простонародье Горюнова вещает, потому что я очень много болтаю. Я музыкант, пишу альбом сейчас на испанском языке. Могу что-нибудь спеть, если хотите. Да, давай. Музыкальный альбом на испанском языке — это круто, и я тоже знаю испанский язык, и давайте мы сейчас с вами, особенно с теми зрителями, которые говорят по-испански, заценим ее пение, ее песни, ее музыкальный альбом. Haz lo que pasa, quédate conmigo, mi amor, mi amor, mi amor. Проектом ошиблась, надо было на Да, голос вот идти, с потому языка что сняла, на классно. самом деле. Я на голос, конечно, стебусь, да, что и на голос, к ней там, к сожалению, никто не повернется. Слово «стебаться» — это сленг. Оно означает насмехаться, прикалываться или шутить над кем-то в его же присутствии. И здесь эта девушка Ксения, которая в леопардовой кофте, шутит о том, насмехается над тем, что девушка в зеленом костюме, которую зовут Лиза, настолько хорошо поет, что ей нужно принять участие в шоу «Голос». Но, конечно же, на самом деле она этого не имеет в виду. И, кстати, шоу «Голос» — это российский аналог американского шоу X-Factor. Я безусловно, уважаю ваш вкус, но тем не менее хочу высказаться немножко по каждой из вас. О, сейчас будет объективная критика. Слушаем. Конечно, для меня сие образ, точно не для такой крутой стильной программы. Совсем нет. Да. Сие — это устаревшее слово. Сейчас его почти никто не использует. Ну а если все-таки используют, то предложения с этим словом звучат иронично. И по контексту вы, наверное, уже догадались, что слово «сие» означает «этот». То есть «сие образ» — это «этот образ». Зато для богини, я считаю, вообще замечательно. Ты тигрица! Яркая тигрица, которая вас всех схавает. Схавает — это тоже сленг, который можно заменить словом «съест».
Ты решила, в принципе, не удивлять своими модными открытиями и просто надела черное. Во-первых, черный — это мой любимый цвет. У меня большая половина гардероба, наверное, черная. Но меня очень сильно смущают твои белые ботинки. Здесь слово «смущает» используется для того, чтобы сказать, что Лизе, девушке в зеленом костюме, не нравится обувь, которую подобрала Таня, девушка в черном костюме. Это как раз-таки самая фишка этого всего лука. Если честно, твой образ — это пиздец. Это слово является нецензурным в русском языке. И оно означает, что Таня в этой одежде, в этой обуви, с этой прической и макияжем выглядит ужасно. То есть слово «ужасно» можно заменить этим словом. Балдеж. Балдеж, да, будет весело, я думаю. Балдеж. Это слово стало популярным пару лет назад. И оно произошло от слова «балдеть», то есть наслаждаться чем-либо. И поэтому слово «балдеж» используется для того, чтобы описать состояние восторга или дать чему-то положительную оценку. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие девушки! Каждая из вас жаждет победы, но богиней шопинга станет та девушка, которая за 3 часа и за 15 тысяч рублей, но все же подберет лук для особого мероприятия. Собираемся-то мы куда? Куда? На собеседование. Жесть. Задача – жесть, трэш, атас. Слова «жесть», «трэш» и «атас» можно заменить на слово «ужас». И мы используем эти слова в тех ситуациях, когда мы неприятно удивлены или шокированы. Всем привет! Я с легкостью завоевала свое место под солнцем, и также я поступлю с титулом богиня шопинга. Моя ж ты курочка, моя ж ты нежная. Ну что, добро пожаловать в мою святая святых, гардеробная Лизы Горюновой. Святая святых – это фразеологизм, который используется для того, чтобы сказать, что что-то является самым дорогим для человека. 2 года назад один мой кавалер подарил мне карточку в ЦУМ на, кажется, 400 тысяч. Охренеть! Охренеть – это слово, которое мы используем для того, чтобы выразить удивление. Так что в следующий раз, когда вы будете удивлены, вместо того, чтобы сказать «Вау!», вы можете сказать «Охренеть!». ЦУМ на 400 кэсов. И что? На 400 кэсов. Иногда в русском языке мы используем слово «косарь» вместо слова «тысяча». И данное слово «кэс», которое использует Рома, является одной из производных форм слова «косарь». То есть 400 кэсов – это 400 косарей, а это 400 тысяч. Я могу сказать, что мне нравится эта шуба. По мне, так как она выглядит довольно необычно и интересно. Вот это я должна показать. Кажется, у меня здесь даже есть бирка. Позорище. Позорище – это слово происходит от слова «позор», то есть что-то, чего нужно стыдиться. Позор! 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 И тут эта девушка Лиза стыдится того, что на ее одежде висит ценник. У меня есть всего 3 часа и, внимание, 15 тысяч рублей. Задача не из легких, но тем слаще будет моя победа. Поехали! Задача не из легких, но тем слаще будет моя победа. Эта фраза звучит сложно, но давайте попробуем понять ее. Итак, задача не из легких – это устойчивое выражение, которое означает, что есть проблема, которую сложно решить. Сладкая победа – это победа, которую очень хочет получить человек. И теперь давайте попробуем понять смысл всего предложения.
это сложная задача, но если я ее решу, то я буду очень рада. Ёб твою мать, блядь, зачем? Это выражение еще одно нецензурное выражение русского языка. Хоть здесь и говорится «твою мать», но мы не имеем в виду мать нашего собеседника. Вот аналоги этого выражения в английском и испанском языках. А для того, чтобы сделать эту фразу более-менее приемлемой для употребления в обществе, можно просто убрать из нее первое слово, и тогда получится просто «твою мать» или «твою ж мать». Я бы пошла, мне кажется, в этом на свидание. Войти, заставить человека впасть врасплох. Куда впасть? О, мне пришло видео. Дорогая богиня, надеюсь, я все прекрасно. Маша! Бери, пожалуйста, к своему луку. Аскот. Это такой атрибут одежды, который широко используют в своем гардеробе модницы по всему миру. Но на самом деле речь пойдет о галстуке Аскот, который назван в честь деревушки Аскот в Великобритании, где проходят всем известные королевские скачки. Знаете, мне нравится, что, смотря это шоу, даже я, носитель русского языка, узнаю что-то новое для себя, новые слова. Например, я вообще не знала, что такое аскот, а теперь знаю. Впервые слышу, что такое аскот. Аж стыдно. Пипец. О, да, вот они пошли, македоны. Я на картах. Вот теперь показывает свое истинное лицо, понимаете? И весь этот люкс уходит. Сидеть на картах или сидеть на корточках – это то, как сидит Лиза. И принято считать, что так в основном сидят гопники. И поэтому наши эксперты подсмеиваются над тем, что Лиза такая красивая девушка, которая позиционирует себя как девушка из высшего сословия, сидит так. Добрый вечер. Хочу забрать то, что я отложила. Девчата, я такое выбрала, что меньше десятки вы просто не посмеете поставить. Ребят, ну а на этом все. Если вы хотите посмотреть это шоу самостоятельно, без моих комментариев, что очень грустно и печально для меня, то я оставлю для вас ссылочку в описании под этим видео, ссылку на этот канал. Ну а мы с вами прощаемся, но ненадолго. Скоро увидимся. Пока!